Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Поженятся ли Кая и Ипек? Сможет ли Джихан убедить Ипек уйти от Каи? Что сделает Кая, узнав, что Зерин носит его ребенка? Сведут ли счастливые моменты Джихана и Алии с ума Барана? Что сделает Джихан, когда Баран потянет Алью за руку на деревенской площади и скажет: «Ты жена Барана Альбора»? Скажет ли Алия Барану при всех: «Я не твоя жена»? Что предпримет Садакат Ханым в отношении поведения Барана? Возобновится ли вражда, когда станет ясно, что Баран жив? Причинят ли болгары, у которых прячется Баран, проблемы Барану, когда их личность будет раскрыта? Сможет ли Экмель манипулировать разумом Барана и переманить его на свою сторону? Смогут ли Нари и Шахин сохранить мирный брак, свободный от зла Экмеля? Баран, утверждая, что Экмель не станет причинять ему вреда, если узнает, что он его отец, внезапно теряет самообладание и обращается к Джихану, требуя ответа. В ответ на вопрос Джихана Баран твердо заявляет, что принял решение, считает Алию своей женой, а Дениза сыном, и что никто не сможет отнять их у него. Когда Алия заявляет, что она не жена Барана, Садакат Ханым пытается вмешаться, напоминая ему, что по закону она все еще его жена, но Джихан ее останавливает. Злость Барана на Джихана усиливается, и он сомневается, будет ли он рад ее смерти. Не в силах выносить эту резкую риторику, Нари напоминает ему, что и Джихан, и Али рисковали жизнью ради Барана, что Джихан был готов отдать свою почку, рискуя жизнью, а Алия отдала свою, оставив Барана в шоке. Алия открывает Барану правду, говоря, что теперь она жена Джихана и не хочет оставлять сына в этой неизвестности. Баран отказывается принять это и дает понять, что они с Джиханом разведутся и что он этого не допустит. Джихан, зная, что Баран бежит от своей личности, отвечает, что Алия не разведется с ним, пока он не вернет себе прежнюю личность. Когда Алия и Джихан пытаются выйти из комнаты, Баран пытается остановить Алью, но Кая и Нари останавливают его. Как только они выходят из комнаты, Алия просит Джихана увести ее. Джихан доверяет Денис Нари и покидает особняк вместе с Альей. Гнев Барана достигает апогея, он кричит им вслед и швыряет вещи. Джихан ведет Алью в ресторан, где они впервые ужинали вдвоем. Там воспоминания о прошлом вспыхивают, и Джихан заявляет, что развод необходим для сохранения чистоты их отношений. Поначалу Алья, кажется, не в силах вынести эти слова, но, понимая тяжесть проклятия, которое тяготит Джихана, в конце концов соглашается. Признавшись в тоске по тем простым, но драгоценным моментам, когда они мечтали спать на груди друг друга, но так и не испытали, Алия с трудом сдерживает слезы. Вернувшись в особняк, они решают на следующий день рассказать Денису о Баране. Когда Алия выражает свой страх, Джихан обнимает ее. Войдя в особняк, все опечалены осознанием того, что они уезжают, но только Садакат Ханым сохраняет самообладание, считая это необходимым. Пока Алия пакует вещи, Джихан помогает ей, оставляя фотографию их воспоминаний вместе с Алией и Джиханом. Зерин, борясь с собственной жизнью, признается, что не хочет возвращаться в особняк и что они с Демиром никогда не были вместе. Фидан Ханым пытается разобраться в ситуации, заявляя, что у Зерин есть свое решение, но она не хочет, чтобы ее сразу отвергли. Джихан же, напротив, считает, что у Барана есть другая причина спрятаться после аварии, и полна решимости раскрыть тайну. Утром Садакат Ханым сообщает Барану, что Аля остановилась у Денис, а не в комнате Джихана. Баран, жаждущий увидеть жену и сына, игнорирует предупреждение Вургуна. Врач Елчин вызывает его на очередной осмотр. По мере того, как жизнь дома продолжается, даже маленькая проделка Денис вызывает улыбку на лицах семьи. Однако в конце концов нетерпение Барана переполняется, и он пытается войти в комнату Денис. Хотя Нари, Кая и Садакат Ханым пытаются остановить его, Денис, увидев Барана, когда тот выходит, в страхе ищет убежище у Алии. Эта сцена истощает терпение Алии и Джихана, они прямо говорят ему, что поведение Барана эгоистично. Джихан уходит на работу, чтобы избежать давления Барана, но Денис, испугавшись его нежелания уходить, все вместе идут в офис.
Там Денис становится центром всеобщего внимания. Тем временем адвокат приносит протокол о разводе, и Джихан с Алией с сожалением подписывают его. Когда страх Денис утихает, Алия отвозит ее обратно в особняк. Поддержка Джиханом Шахина создает между ними крепкую связь. Экмель стучится в дверь особняка, требуя встречи с детьми, и это давление, которое доходит до Алии, еще больше напрягает семью. Алия доходит до того, что противостоит Экмель и выгоняет ее. Когда в особняке раскрывается правда о том, что отцом ребенка Зерин является Кая, события принимают дурной оборот. Джихан твердо намерен рассказать Кае, но большинство поддерживает идею Зерин уехать за границу, родить там и раскрыть правду в подходящий момент. Даже Джихан, несмотря на свое глубокое нежелание, соглашается на этот план. Баран наконец встречает Денис. Хотя Денис поначалу испытывает тревогу, она обнимает его, когда отец опускается на колени и с любовью приветствует ее. Однако эмоциональное потрясение Барана лишь еще больше сбивает Денис с толку. Мягкое поведение Джихана, который постоянно ее защищает, успокаивает Денис. Садакат Ханем жаждет развода, но приходит день суда с новостями от Эрола. Аля и Джихан умоляют судью не любить друг друга и требуют развода. Однако судья считает их слова непоследовательными и, полагая, что брак можно спасти, отклоняет развод. Это решение удивляет всех, но главное, оно рушит планы Садакат Ханем. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и активировать уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.